Всем привет, меня зовут Даша Голубева, и это мастер-класс по вязанию вот такого простого топа в форме трапеции. Вяжется он снизу вверх, и вот эта незаштрихованная часть — это наше основание топа. Начинается оно с 91 воздушной петли и вяжется без убавок и прибавок, всего лишь 3 ряда. Потом начинается убавка в каждом ряду. Она всегда будет одинаковая и идет до конца, прямо вот до вот этой части трапеции, из которой у нас начинаются шнурочки для завязывания в области шеи. Вот эти заштрихованные части означают, что здесь у нас столбики с накидом, то есть плотный узор. Никак не закрашенные части — это узор из филейной сетки. Состоит узор из вот таких вот галочек, и получается он путем, собственно, расширения филейной сетки и добавки столбиков с накидом по мере узора. Вот эта заштрихованная часть означает, что у нас заканчивается узор все время плотным и не идет дальше из него филейная сетка. И после того, как заканчивается вязание всего топа, начинается обвязка. Во время обвязки мы вывязываем 4 вот такие вот петельки, в которых у нас будет потом шнуровка. Обратите внимание, что у нас петельки достаточно высоко располагаются. Это необходимо для лучшей поддержки груди, потому что чем больше вот у вас будет петелек, тем, соответственно, лучше у вас будет поддержка груди и тем меньше будет болтаться на вас топ. Чтобы его связать, нам нужно 2,5 мотка пряжи Drops Cotton Light. У меня расчеты на размеры XS-S. Соответственно, чем больше размер, тем больше расход на пряжу, и чем меньше размер, тем меньше расход. Если у вас нет конкретно этой пряжи, то вам подойдет любая пряжа с метражом 50 грамм на 100 метров примерно. Также пряжа может быть тоньше, но уже вам придется делать перерасход по начальному количеству столбиков и по высоте пьедестала. Чем тоньше пряжа, тем, соответственно, изящнее у вас будет топ. Вязать мы будем с вами из пряжи Drops Cotton Light. Это пряжа от норвежского производителя. 50% хлопок, 50% полиэстер. Объясню свой выбор тем, что она достаточно толстенькая, то есть здесь 50 грамм 105 метров. И состав хлопок полиэстер, он хорош тем, что если вы искупались или еще что-то, он сохнет быстрее, чем 100% хлопок. Плюс это очень недорогая ниточка, в принципе, за 150 рублей моток ее можно купить, это, по-моему, самый максимум. И также она достаточно легкая, то есть она гораздо легче 100% хлопка и толще 100% льна, за счет чего из нее легче и быстрее вязать. У этой ниточки есть одна особенность, она не слишком хорошо скручена, то есть у вас при вязании может возникнуть такое, что крючок вошел, например, вот так вот, и за счет этого получилась какая-то белиберда. Конечно, такие петли вам придется распускать и вообще смотреть, ровно ли вы вяжете, но это вот такая плохая скрутка, единственный недостаток этой нити, и то это может быть не слишком удобно новичкам, но уже среднему уровню это будет все в принципе нормально. Вяжем мы крючком номер 3 и начинаем вязание с набора 91 воздушной петли. Старайтесь не затягивать вот этот первый ряд, пусть он у вас лучше будет порыхлей, и вяжите посвободнее. 91 воздушную петлю. Связала 91 воздушную петлю. Теперь делаю 2 петли подъема. И начинаем вязать столбики с накидом в третью от крючка петлю. Вот она у нас третья. И просто вяжем столбики с накидом все это время во все воздушные петельки до конца. Довязали до конца. Теперь делаем 2 воздушные петли подъема и разворачиваем вязание. Вот сюда мы, естественно, теперь уже не вяжем, потому что у нас 2 вот эти петельки подъема имитируют первый столбик. Делаем накид. И сейчас, внимание, мы вяжем столбики с накидом не как обычно, просто под 2 косички. Вот так вот.
А мы прокалываем самое основание столбика, вот это, и вяжем вот как бы через него. Это нужно для большей плотности узора и чтобы не было никакого рельефа. Еще раз показываю. Вот сюда, прямо в самое основание прокалываем и вяжем обычные столбики с накидом. Это может быть сначала немного тяжелее показаться, чем обычные столбики с накидом, но буквально через пару рядов вы уже привыкнете. Еще раз. Накид. Вот сюда, вот в самое основание прокалываем. Обращайте внимание на то, чтобы вот так вот пряжа себя не вела, чтобы у вас было все ровненько, красиво. Если у вас здесь какая-то ниточка выпала, просто перевяжите этот столбик и обязательно следите за этим, потому что, как я говорила, нить расслаивается и такое может быть. Все, вот таким вот образом, такими столбиками, как эти, нам надо провязать всего 3 ряда. То есть вот у нас первый ряд, мы начали второй, потом вы, так же как и здесь, делаем 2 воздушные петли подъема и также разворачиваем вязание. То есть всего 3 ряда. Первый, второй, самостоятельно вы вяжете третий, и мы встречаемся. Провязали 3 ряда без убавок и прибавок, и теперь отсчитываем от края 45 столбиков и в 46 вешаем маркер. Чтобы проверить правильность того, что он у вас действительно посередине, отсчитайте еще и с этой стороны. Здесь тоже должно получиться 45 столбиков. То есть 91 петля у нас была в начале, здесь 45, здесь 45. Это серединка. Теперь я вам покажу, как делать убавки. У нас убавки начинаются в четвертом, точнее, ряду и продолжаются все время. Убавки будут с каждой стороны, в каждом ряду, и всегда они будут делаться одинаково. Итак, делаем 2 воздушные петли, накид, и прямо вот в эту петлю начинаем вязать столбик. Если в этих первых 3 рядах это у нас была как бы замена столбика, то теперь нет, это просто 2 петли подъема, и мы начинаем делать убавки таким образом, что просто делаем столбик и не до конца его провязываем. Затем еще раз накид, снова делаем столбик, и в этот раз уже у нас получается 3 петли на крючке, то есть 2 петли подъема, один недовязанный столбик, другой недовязанный столбик. Мы делаем накид и объединяем все это в одну вершинку. Это стандартный способ объединения столбиков, и суть заключается в том, что просто 2 столбика объединяются в одну вершинку. Здесь вот получается с одной стороны такой небольшой бугорок, но когда мы будем с вами уже готовое изделие обвязывать, этого видно не будет. Таким образом мы продолжаем вязать все время до середины, до вот этого вот нашего маркера, и встретимся, когда уже довяжем до него. Дошли до отмеченного столбика, вот он, вот здесь вот мы закончили вязание ровно за 1 столбик. И теперь делаем 1 воздушную петлю, накид и вяжем столбик с накидом, пропуская вот этот вот отмеченный столбик, то есть прямо в следующий. Суть этого маркера заключалась в том, чтобы показать нам как можно проще, где нам нужно сделать вот этот вот первый пропуск. Здесь все очень просто, 1 воздушная петля, потому что у нас 1 столбик, который мы должны пропустить. Продолжаем вязание столбиками без накида в серединку до конца, и я покажу, как делается уже убавка с другой стороны. Довязали практически до конца, у нас остался 1 столбик и 2 воздушные петли, которые имитировали столбик в 3 рядах первых без убавок. И теперь мы делаем накид, провязываем этот столбик наполовину, и еще раз делаем накид и прокалываем вот эту вот косичку, провязываем ее тоже наполовину.
И вот снова у нас 3 петли на крючке, это, соответственно, вот это вот, которое осталось от завершенного столбика, и 2 столбика недовязанных. Делаем накид и объединяем их в одно. Теперь немножечко подтягиваем. Теперь делаем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание, делаем накид. Вот сюда, вот прямо вот в серединку этих 2 петелек вяжем столбик, опять его не до конца провязываем, и снова соседний столбик также провязываем и объединяем их. И опять вот здесь вот получается вот такой вот бугорок, как в предыдущем ряду. То есть я хочу показать, чтобы вы не волновались. А вот эти вот бугорки, они будут не в каждом ряду, а через ряд, потому что они только в начале ряда образуются, когда вы вяжете уже в конце, вот как мы вязали сейчас, его не будет. В этом нет ничего страшного, просто хотела вот эту вот особенность показать в начале, чтобы вы не думали, что у вас есть где-то ошибка. Все в порядке. Теперь, как обычно, довязываем до середины. Я показываю, как дальше вязать вот здесь вот по узору. Вяжем и встречаемся. Дошли до середины, остановились за один столбик до нашей пропущенной петельки. Делаем одну воздушную петлю, накид, пропускаем вот этот столбик и прямо вот сюда под эту воздушную петлю вяжем столбик с накидом. Теперь снова делаем воздушную петлю, накид, пропускаем вот этот столбик и вяжем во второй. Это и есть принцип формирования вот этого вот узора посередине. Каждый раз, когда вы будете доходить до центра, вы будете пропускать один столбик до вот этой воздушной петельки, в нее, точнее вот так вот просто посерединке, вязать обычный столбик с накидом, и у вас будет формироваться вот такой вот узор из квадратиков. Далее вы просто будете вязать самые обыкновенные столбики с накидом, так же как вы вязали по всему узору. Также убавки делаются в каждом ряду. На них я больше останавливаться не буду. Убавки будут такие же просто все время. Просто каждый раз, в каждом ряду вы объединяете 2 столбика с накидом в один. И все. Таким образом, вам надо провязать, чтобы вот здесь вот получилось, у нас сейчас 2 как бы таких окошка, нам надо, чтобы получилось 8 окошек. Как только у вас получается 8 окошек, мы встречаемся, и я показываю, как вязать дальше. Сформировали 8 ячеек, остановились на серединке. Вот так вот выглядит убавки по бокам, и вы можете видеть, как формируется уже треугольник, который у нас закрывает грудь. Вот 8 ячеек, как обычно, за один столбик. Мы останавливаемся, делаем воздушную петлю и провязываем 4 ячейки. Вот у меня 4 ячейки провязаны, и мы, получается, с вами как бы на середине вот этого нашего начального узора. Теперь я делаю просто столбик с накидом в столбик рядом. Затем без воздушных петель снова просто столбик с накидом. Вот сюда, прямо рядом. Таким образом мы формируем плотный узор. Он у нас как бы такой начальный этап треугольничка получается. Мы с вами будем встречаться только теперь на середине топа, потому как убавки по бокам всегда одинаковые, и они идут в этом топе до самого конца. То есть в каждом ряду вы будете убавлять. Так что вяжем до того момента, когда мы вернемся обратно вот к этой сеточке посередине. Снова довязала до середины, снова у меня 4 ячейки справа получается. Теперь вот последний столбик, который сформировал 4-ю ячейку. И теперь снова без каких бы то ни было петель просто вяжем вот над этими столбиками в каждый по столбику. Таким образом у нас формируется плотный узор посередине.
И не забываем, что вот в соседнюю подпетельку мы тоже вяжем столбик для симметричности. Все, вот что у нас получается. То есть такой небольшой ромбик. Теперь делаем воздушную петлю и вяжем 4 ячейки. Довязываем снова до конца ряда. Провязали. Вот у меня снова 4 ячейки, которые всегда будут вот здесь вот по бокам. Теперь начинаем вязать вот сюда столбики, как обычно. Получается вот это первый, второй, третий, делаем одну воздушную петлю подъема, накид, и вот этот вот столбик, который у нас идет посередине, пропускаем, начинаем вязать в соседний. 3 столбика с накидом подряд. И здесь уже вяжем далее, как обычно, 4 окошка. И в чем логика? У нас вот здесь вот, так же как и вот тут, начинается формироваться вот такой вот узорчик сеточкой. То есть если здесь один, то потом мы вяжем под вот эту дужку. Получается 2 окошка. И так дальше, и так дальше. Вот здесь всегда будет 3. То есть у вас будет смещаться вот это вот этот столбик, и у вас узор будет как бы идти такой буковкой В, галочкой. Всегда, как и вот тут вот в начале. И таким образом узор будет расти. Вам надо связать, чтобы вот здесь вот путем такого же роста, как и здесь, получилось не 8, а 6 окошек, и встретимся. Довязали до необходимого места. Вот здесь у нас получилось 6 ячеечек. Что делаем дальше? Вот я уже сделала вот эти вот 3 столбика, формирующих галочку. Теперь воздушная петля и вяжем 3 ячейки. Провязали. И вот мы посерединке. В этот серединный столбик провязываем столбик. И рядом с ним тоже. Таким образом, как и в прошлый раз, у нас формируется вот этот вот как бы ромбик, который потом начнет расслаиваться как бы на 2 части. И вяжем абсолютно точно так же идентично, как вязали вот здесь. То есть вы свяжете сейчас, связали вот эти вот 3, потом у вас будет ряд, где их будет 5, потом в ряду следующем вы уже начнете этот ромб делить снова точно так же на 2 полосы. Ничего не изменится. Вяжем еще одну такую же деталь, то есть вот абсолютно идентичную вот этой, но с одним только различием, что вот здесь вот у нас было по 4 сбоку, а сейчас добавится еще 3. Итак, проверка связи. Вот что у меня и у вас должно получаться. Вот так вот выглядят пока что треугольники, закрывающие грудь. И вот у нас пошел узор, который, собственно, эту грудь немножечко открывает. Не очень удачный выбор, конечно, у меня пряжи, но в целом увидеть можно. Вот вы довязали эту галочку примерно до сколько? Раз, два, три, 4 посередине ячейки. Это у нас уже пошла вторая галочка в узоре. И мы пришли к такому месту, где возникает вопрос. Как делать убавку? Здесь убавка будет немного не по узору, и потом вы поймете логику, как делать убавки вот с этой вот сеточкой начавшейся. Итак, делаем 2 петли подъема, как обычно, и разворачиваем вязание, начинаем делать убавку, такую же, как и всегда. 1 столбик с накидом в 2 объединенных столбика прошлого ряда, не довязываем, снова столбик с накидом, рядом стоящий столбик.
Опять объединяем, пока что все стандартно. Теперь делаем воздушную петлю. И по узору у нас всегда шло так, что мы делаем столбик с накидом вот сюда вот, как бы в эту дужку образовавшуюся. Но сейчас мы пропускаем вот эту воздушную петлю, пропускаем столбик с накидом и делаем столбик с накидом вот сюда, вот в эту вот дужку. Таким образом у нас происходит некая смена ритмики вот здесь, но это только вот в этом ряду. Потом вы поймете, как это делать, и это уже будет у вас на таком же автомате, как, впрочем, и весь вот этот узор, который особо не стоит вообще даже и вникать, потому что у вас здесь все одинаковое. Ячейки, столбики, ячейки, столбики, ячейки, столбики, ячейки, столбики, ячейки, столбики. Все. Здесь мы вяжем по узору и встретимся уже вот здесь. Я покажу, как мы здесь убавляем еще раз и как убавлять уже в следующем ряду, как переходить на сужение вот этой вот части с ячейками. Провязали вот этот ряд, где у нас была убавка и сбивка ритмического рисунка. Вот получилось, видите, у нас здесь вот 4 дужки, здесь уже в следующем ряду 3 дужки. Мы начинаем делать это же самое с другой стороны, и чтобы закрепить в сознании, как это делать вообще. Вот я провязала 2 ячейки, сделала воздушную петлю, теперь делаю накид и сразу начинаю вязать вот сюда. Вот здесь у нас 2 столбика, объединенные в один. Вот просто столбик, и мы сразу начинаем делать убавку, то есть пропускаем вот эту вот петельку, просто объединяем 2 столбика в один сразу. Все, вот что у нас получилось. Снова 3 дужки. Да, вот здесь вот вам сможет это смущать, но в итоговом изделии это никто не увидит, и сами вы об этом скоро забудете, так что все в порядке. Делаем 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание, и сейчас я покажу логику дальнейших убавок. Просто делаем накид. У нас тут как бы остался 1 столбик, да? Не до конца провязали. Потом накид. Прямо вот сюда, под воздушную петлю, вяжем столбик и объединяем их. Таким образом у нас все-таки будет формироваться сужение, да, которое подводит вообще весь топ к горлу. И все. То есть дальше вы просто делаете воздушную петлю и вяжете абсолютно. Вот, то есть пропускаете вот этот столбик, провязали столбик. Воздушная петля. Все, вот мы пришли вот к этой вот части, где у нас 3 столбика подряд, да, которая галочка. И вяжем галочку вот эту уже как обычно, то есть формируем. И у нас все будет сокращаться таким образом, что по бокам вот здесь вот всегда у вас будет 2, ну как бы вот этот вот объединяющий элемент, сокращающий количество столбиков. И вот этот вот большой узор, он со временем будет сходить на нет. То есть со временем вот эта вот галочка у вас, которую мы делали, вот первая большая. Ой, какая неудачная, конечно, у меня пряжа для этого мастер-класса. Девчонки, вот прям реально извините, я как-то не подумала. Вроде в камере я хорошо смотрелась. В общем, вот эта вот галочка большая, которую мы делали первой, она у нас сойдет на нет постепенно, да, то есть и вот это вот будет все дело сужаться, сужаться, сужаться до того момента, как нам будет нужно. То есть, проще говоря, у нас теперь идет сокращение узора не вот за счет вот этих вот столбиков, которые у нас сформировали 2 треугольника, закрывающих грудь, а за счет вот этого вот филейного узора, за счет вот этой сетки, которую мы сделали. И вот здесь вот как получается, здесь у нас было 4 ячейки, здесь уже 3, здесь уже 2, в следующем ряду у нас будет уже 1 ячейка, и потом убавки пойдут на вот этот вот плотненький, на узорчик галочки. А потом, когда мы будем переходить, сокращать, сокращать, сокращать,
Тут вот 3, у нас будет 2, и потом 1 и так дальше. Мы с вами встретимся уже на вот этой вот галочке, когда дойдем до нее сокращения. И примерно в этом месте остановимся, я вам покажу, как вязать дальше. И хочу еще обратить ваше внимание на то, что здесь у нас уже в этом ряду будет 6 ячеек посередине, и необходимо будет уже приступить к формированию вот этого узора, как мы делали галочку, потому что у нас узор ритмический, мы его делаем внутри на каждые 6 вот этих вот ячеек. Когда у вас будет 7 ячеек, вы начинаете вязать все то же самое, как мы вязали вот в этой галочке. То есть вот здесь вот 3 будет ячейки по бокам, и вы начинаете вязать плотный вот этот вот узор. Но с одним но. Мы не делаем ему посередине ничего, мы его не будем опять раздваивать, как мы делали это в двух предыдущих галочках, в этой и вот этой. Он у нас будет плотный, то есть в новой галочке не будет вот этих вот ячеек. Вы просто, все очень просто, вы начинаете вязать просто столбики с накидом везде. Таким образом у вас получается как бы такой треугольник сверху. В общем, давайте вязать, убавлять. Я буду показывать все, как это выглядит в процессе, и мы в итоге с вами встречаемся вот здесь, когда ваши убавки дойдут вот до этого момента. Довязали мы с вами до того момента, как наша вторая галочка начинает сокращаться. У нас осталась вот здесь вот одна ячейка. И это все, на этом вязание топа закончено. У нас 2 галочки красиво сократились. То есть вот эта вот филейная сетка, мы сделали сокращение. А вот эта вот филейная сетка вторая, мы сделали сокращение. И на вот этой вот мы останавливаемся. Вот наш, собственно, треугольник, который внутри плотный. И все, вот мы остановились с вами. Всего в топе этом получается 32 ряда. Если у вас длиннее торс, то вы можете еще один рядок убавить. Но в целом это такое среднее по палате и должно получиться хорошо. Теперь что мы делаем? Одну воздушную петлю подъема, мы ниточку не отрываем, выходим на лицевую часть. Лицевая часть топа — это та часть, где у вас нету никаких вот ниточек, потому что мы присоединяли моток, и, соответственно, есть какие-то ниточки, вы куда-то их заправляли. Вот, поэтому мы выходим на лицо и начинаем вязать столбики без накида. Начинается у нас обвязка нашего топа. Обвязка, она как раз будет скрывать вот эту вот некрасивую часть. Вот как выглядит убавка уже в готовом изделии. И у столбиков без накида тоже есть изнанка и тоже есть лицо. Вот так вот выглядит у нас лицо. И вот так вот выглядит изнанка. Нам, конечно, нужно, чтобы лицо было с лицевой стороны, как бы это странно не звучало. Поэтому делаем одну воздушную петлю подъема, определяем, где у нас лицо. У меня вот здесь было присоединение, поэтому я считаю, что лицо у меня с другой стороны. Перехожу на него и начинаю просто вязать столбики без накида. Таким образом у нас происходит уплотнение вот этого вот верхнего края, он становится у нас более, то есть менее подвержен какой-то деформации. И также мы будем обвязывать вот эту вот часть. Как ее грамотнее обвязать? Покажу на более понятном примере, наверное, вот на этой части. Видите, у нас один столбик, в него входит 2 столбика без накида. Один столбик, 2 столбика без накида. Вот тут вот прям очень хорошо и очень близко видно, как идет обвязка. Очень просто. Я советую вязать эти столбики без накида поплотнее, потому что если они у вас будут пухленькие, то получается не то, что нам нужно. Нам не нужно никак расширять, нам нужен просто вот этот вот ровный, не тянущийся край. Можете даже взять крючок
поменьше, если вы вяжете рыхло. И таким образом вам надо будет делать обвязку из столбиков без накида. Вот так вот мы идем с вами. Сначала вы обвязываете вот это вверх, потом переходите вот сюда, и вам надо довязать до 11 ряда, то есть посчитать вот отсюда снизу 11 рядов отсчитать. Это тот самый ряд, где у нас начинается первая вот эта вот галочка. И на 11 ряду от начала мы с вами встречаемся, и я показываю, как формировать петельки для шнуровки. Я заменила крючок на крючок номер 2,5 и провязала им до 11 ряда сначала. То есть как? Я отсчитала вот здесь 11 рядов, вот это 11, и я уже его никак не трогала. То есть обвязка дальше не пошла. Что мы делаем на 11 ряду? Берем, вот мы довязали последний столбик без накида и делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь пропускаем одно возможное место, где вот бы у нас был бы следующий столбик, мы его пропускаем, вяжем следующее и вяжем 4 столбика. То есть вот это вот у нас первый столбик без накида, мы вяжем второй, третий, четвертый. И снова делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. То есть эти петельки это то место, где у нас потом будет шнуровка. И снова пропускаем вот это вот место, где у нас должен быть бы по логике следующий столбик, и вяжем как бы в следующее. Снова 4 столбика. Таким образом у нас должно получиться еще 2 дуги вот здесь вот и вот здесь вот. Низ мы начинаем обвязывать прямо между вот этих вот столбиков. Это нужно для плотности, чтобы этот нижний край, который будет подвергаться наибольшему напряжению, меньше растягивался. Таким образом, вы должны будете повторить то, что я сделала вот здесь вот вместе с вами. То есть у вас должно быть 1, 2, 3, 4 дужки для шнуровки. Вот с этой стороны. Делается это все то же самое, но только в другом порядке. Встречаемся мы с вами уже вот здесь вот, и я покажу, как мы вывязываем шнурки. Вот у нас осталась одна петелька на крючке после вот этого вот столбика без накида. Теперь мы вот в эту вот петельку, соседнюю с ней, продеваем крючок и делаем еще одну петельку. Придерживаем пальчиком вот эту вот петельку вторую. Мы берем вот так, захватываем ниточку на нашем указательном пальце. Теперь продеваем снова крючок в эту петельку, которую мы придерживали, и протягиваем. Теперь снова вот эту придерживаем, делаем накид, протягиваем. Получается очень аккуратный шнурочек. И таким образом вы вяжете столько сантиметров, сколько нужно вам. Как закрыть? Когда вы понимаете, что вы связали необходимую вам длину, вы просто протягиваете одну петельку в другую, обрезаете ниточку и еще раз протягиваете. И просто как бы закрываете таким образом вязание. Теперь показываю, как же перейти и начать вязать второй шнурочек. Я уже сделала узелок. Просто продеваю крючок, достаю петельку и в соседний продеваю крючок, достаю петельку. Все, у нас 2 петли на крючке. Важно работать с лица, потому что сзади, это не очень красиво будет, но, соответственно, с изнанки этого никто не увидит. Теперь ваша работа заключается просто в том, чтобы связать точно такой же шнурок. Шнурки, которые будут сверху около горла, связаны. И теперь нам необходимо связать большой шнурок, который сзади будет вот этой вот основной нашей шнуровкой, которая держит сам топ и держит грудь. Переходим к вязанию шнурка, так сказать, из ниоткуда. Берем, делаем одну воздушную петлю,
вторую воздушную петлю и вот в эту вот первую воздушную петельку вводим крючок, накидываем ниточку и протаскиваем. И таким образом у нас получается вот те же самые 2 петли на крючке. Теперь немножечко подвытянем, поможем себе. Опять скидываем это, накидываем, протягиваем. Проходим в первую, накидываем, протягиваем. Все, шнурочек пошел. Точно так же, как и в тех, принцип вязания одинаковый. Вот таким вот образом вам необходимо примерно 160 сантиметров этого шнурка.